По моим ощущениям, минимализм — это концепция, правильное осознание которой происходит только с возрастом, с некоторой зрелостью. Я вот помню себя до 18, наверное, лет, я увлекался написанием электронной музыки, все, что мне для этого нужно было, это компьютер и программа, и пока у меня не было интернета в прямом доступе, я использовал то, что у меня было. Из этого выжимал, соответственно, максимум. Конечно, я тогда страдал, что у меня нету всяких железных синтезаторов и эффекторов, и думал, что только они-то меня и отделяют от создания шедевров. Но хотя бы писал, потому что позже, когда у меня уже появился интернет и доступ к скачиванию всего там, что существует на свете, я накачал массу просто всяких цифровых инструментов и в итоге просто перестал писать. Примерно похожая история была также и чуть позже, когда я уже увлекся фотографией. Я накупил себе всяких железяк. В итоге все свелось к тому, что каждый раз, когда я куда-то ехал, я тащил с собой тяжеленный рюкзак с фототехникой. Там лежал еще и не один даже фотоаппарат порой, куча объективов, и еще я с собой тащил такой огромный штатив тяжеленный. Как итог, я тоже перестал снимать. И вот только с возрастом, становясь старше, я начал осознавать и понимать, какая же красота и гениальность скрыта за простотой. И с тех пор необходимо и достаточно, хоть это и математическое такое понятие, признак, стало моим девизом по жизни. Но давайте обо всем по порядку. Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. Добро пожаловать в клуб «Денег достаточно». Я Артем Галухин, и если вы хотите устроиться в жизни без чрезмерного самонасилия и прочих вибраций со вселенной, то вы попали по адресу. Сегодня мы говорим про разумный минимализм. Я расскажу о том, что это вообще такое, и накину идеи, какие первые шаги предпринять, чтобы двинуться в направлении того, чтобы жить, собственно, в соответствии с принципами минимализма и концепцией разумного потребления. И заодно обсудим, почему это вообще концепция будущего, и каждому стоило бы к ней присмотреться. Если вам тема нравится, я думаю, многим нравится, потому что у нас большая часть аудитории канала пришла именно с прошлого видео про минимализм, то поддержите обязательно видео лайком. Наберем их 200 штук, и прям я бросаю все, пишу следующее видео на данную тему. Если есть возможность и желание поддержать монетой, ну и вообще присоединиться к нашему клубу, то заходите на Boosty, ссылка в описании. Там за небольшую подписку получите доступ еще и в закрытые чаты, и к закрытому контенту. Также раньше будете получать весь остальной контент. И давайте приступим к теме. Минимализм вообще это такой подход, который можно применять прям в любом аспекте, без стеснения жизни. Но сегодня мы говорим о нем в контексте потребления. И, соответственно, наша тема — это разумное потребление. Откуда вообще берется неразумное это потребление? Почему мы так любим потреблять? Отчасти это результат того, как вообще работает экономика и бизнес. Вы представьте себе завод, который выпустит автомобили, у которых срок службы 100 лет, и всем желающим их продадут, собственно. Ну что делать? Заводу-то дальше закрываться, как ему работать? И поэтому экономика носит вот такой цикличный характер, что они постоянно производят, а, соответственно, что им надо делать с продуктом, его надо продавать. И поэтому есть специально обученные люди-маркетологи, которые делают так, чтобы мы с вами все сметали с полок. А учитывая то, что мы сейчас все живем в онлайне, им стало гораздо проще до нас добираться, потому что есть площадки, где наш интерес легко зацепить. Нас не надо физически ловить в магазине и дергать за рукав. И да, здесь как раз на сцену выходят все наши любимые блогеры, инфлюенсеры, которые расскажут, что надо купить, почему это надо купить, сделают распаковку, все красивенько покажут, а еще расскажут о каком-нибудь телефоне, насколько замечательно его можно использовать, учитывая, что у них у самих даже времени, скорее всего, не было его тупо включить и самим пощелкать. Но зачем это нужно, если у нас есть пресс-релиз, у нас есть чужое мнение, какие-то там снятые уже видео, с которых можно надергать идей. И в целом, кто будет проверять? Главное продать же, да? И вот если тачку, автомобиль или какую-нибудь дорогую технику купить на эмоциях довольно сложно, хотя с кредитами, да, все можно как бы прям по щелчку пальцев, но вот всякую мелочевочку, которая кажется в моменте какой-то полезной для своей стоимости, это всегда пожалуйста. Можно, сидя в туалете, листать Алиэкспресс и заказывать оттуда всякий мусор. И у меня дома есть не одна коробка со всякой фигней, типа слизень для чистки клавиатуры, знаете, которую в руки противно брать, как бы, или намагничиватель для отвертки, который я вообще не знаю, работает он или нет, потому что у меня так ни одна отвертка не намагнитилась. И, конечно, я не говорю сейчас, что реклама вся плохая, рекламщики такие редиски, как бы. Так получается, что мир сейчас так устроен. Какой бы у вас ни был продукт, хороший, он плохой, полезный, вредный, может у вас там приют для спасения котят, но вам все равно придется себя рекламировать, потому что в противном случае вы не доберетесь до целевой аудитории. Такие правила. Но, с другой стороны, проблема-то в чем? Когда вас выводят на эмоции, когда в моменте вас вот тормошат и говорят «купи-купи», и у вас такое желание возникает, иногда достаточно просто задуматься, задать себе вопрос, а точно ли оно мне нужно, а насколько оно мне нужно? А если я это не куплю, вот что изменится? А если я куплю, что изменится? Как бы хорошо или плохо станет? И часто один вот этот вот момент подвисания, он уже освобождает вас от каких-то неразумных трат. И это, собственно, и есть базовое применение идеи минимализма в контексте потребления. То есть вот оно самое разумное потребление. Спрашиваю, отвечаю, покупаю или не покупаю.
Подробнее об этой концепции я уже рассказывал в предыдущем видео, оно было снято еще до ребрендинга канала. Если вкратце же, что такое разумное потребление? Это осознанное, целенаправленное сокращение вещей вокруг вас, ну, соответственно, и покупки, и владения, чтобы сделать свою жизнь свободнее, ну, возможно, и счастливее. Причем здесь стоит оговориться, понятие «разумное» подразумевает, что не нужно скатываться в радикальную аскезу, то есть некоторые неправильно понимают немножко тему минимализма, что вот это прям, когда ты от всего откажешься, все выбросишь, не знаю, возьмешь 2 трусов, футболку и пойдешь жить под мост каким-то бомжом, потому что, типа, это радикальное освобождение. Не, конечно, если вам такое нравится, и есть люди, которым такое нравится, есть те, кто уезжает в Индию, куда они живут, там под пальмой питаются бананами. В целом-то, конечно, личный выбор каждого. Просто я сам такой не поддерживаю, потому что жизнь, она довольно разнообразна, интересна, как бы есть что познавать, не обязательно себя во всем ограничивать, чтобы, типа, быть счастливым. Но, тем не менее, можно стать счастливее, если, как минимум, избавиться от каких-то ненужных вещей или тех, которые вас прямо обременяют, ну, или даже нужных, может быть, сократить количество, потому что все равно каждая вещь, ну, она как бы от вас что-то дозабирает. Вообще, конечно, концепция ограничивать себя в вещах, она звучит немножко странно, ведь логично же, да, что мы покупаем вещи, чтобы себя радовать. Каким образом, ограничивая количество этих вещей, мы будем еще более себя радовать? Ну вот давайте разбираться. По факту, что же нам позволяет сделать разумное потребление? Меньше тратить или тратить на то, что вам действительно важно, а это влечет за собой экономию. Экономия — это освобождение. Как следствие, частичное, вы можете освободиться от долгов, если они у вас есть, или вылезти из кредитов, что, очевидно, тоже делает вас свободнее. В-третьих, действует на благо экологии, то есть чем меньше вы потребляете, тем меньше вы выбрасываете, тем меньше мусора производится, и планета остается чище. В-четвертых, вы можете освободить место, а свободное место, логично, это новые возможности, это свобода тоже в своем аспекте. Также вы можете быть мобильнее, не обрастая вещами, потому что, ну, легче сорваться и куда угодно уехать, если у вас этих вещей минимум. Кто когда-нибудь переезжал, тот меня в целом, я думаю, прекрасно понимает, как это сложно перевести кучу барахла из одного даже места в другое, даже в одном городе. Ну и в-шестых, в последних, сама тема минимализма и вот разумного потребления, если их проживать и осознавать, она меняет жизнь, то есть она и в других аспектах позволяет более как-то трезво, что ли, взглянуть на вещи, освободить и в других аспектах себя тоже. Или резюмируя, как бы все, что я перечислил, в целом играет на освобождение, то есть разумное потребление в этом смысле, оно вас способно освободить. И я уж не знаю, как у вас, но у меня, например, важный аспект того, насколько я счастлив или несчастлив, является то, насколько я чувствую себя свободным или не чувствую. 2,5 года назад мы с Леной, моей женой, с автором канала и главным адептом разумного потребления у нас в семье, уехали из России и отправились по миру путешествовать по разным странам, жить в формате Digital Nomads, может, слышали, или цифрового кочевничества. Сам формат подразумевает, что нужно быть мобильным, и мы довольно долгое время на самом деле были, потому что у нас все вещи наши умещались в рюкзачки. Блин, тут нет рюкзачка рядом. Рюкзаки, я имею в виду вот такого формата, 2 рюкзака. Сколько вещей, представляете, туда влезет, да? Но потом, покатаясь какое-то время, мы потихоньку прирастили количество вещей. Сначала у нас добавился 1 чемодан на колесиках, а потом 2. Справедливости ради, большую часть места в них занимала техника, в том числе вот для съемки влога, как раз потому что мы свет с собой возили по планете. Но, тем не менее, чуть позже, когда мы приехали в Непал, мы там уже вынуждены были купить трекинговые одежды, потому что там уже было не так, как в Азии, было похолоднее. Тогда мы начали от части вещей избавляться. То есть куда-то раздавать, отдавать или выкидывать. Потому что все не лезло вот в те места для хранения вещей, которые у нас с собой были. Я и до этого уже задумывался и начинал практиковать в некотором роде разумный минимализм. Но когда вот так вот путешествуешь прям по миру, таская с собой буквально 1 рюкзачок, как-то жизнь, она перестраивается немножко, и ты понимаешь, насколько же тебе мало всего с собой надо. Да, конечно, там, когда арендуешь какую-нибудь квартиру условную, в ней есть посуда та же, ну, такие какие-то базовые вещи, но в целом я стал более разумно подходить к набору вещей, которые мне нужны. То есть в каких-то моментах я больше внимания уделял именно качеству, например, чем количеству, а иногда и вообще перешел на то, чтобы покупать вещи, которые скорее будут меньше и легче, чем даже те, которые будут качественнее. Ну, то есть с условными камерами. Я уже говорил, что у меня в свое время был прикол, когда я с собой таскал кучу фототехники, и вот я перешел на более мелкую и легкую. Пусть чуть менее качественно. Сейчас, последние 1,5 года мы живем в Аргентине, насели здесь и в целом приросли кое-какими вещами. Ну, то есть вот стол, например, мы здесь купили, там, шкаф, который, разумеется, с собой там далеко не повезем куда-то. Но в Аргентине есть некоторая тонкость. Здесь немножко проще жить минималисту, потому что, ну, здесь тупо сложно что-то купить. Либо есть не очень качественные местные товары, потому что здесь закрытый рынок импортозамещения, да. Либо здесь есть товары импортные, качественные, которые еще нужно поискать, и они будут стоить в 2 или в 3 раза дороже, чем
как бы, если вы их будете покупать где-то там на свободных рынках. И все эти факторы, они превращают какой-нибудь шопинг в адовую, в такую приколюху, где вы просто труд прям реально совершаете, чтобы что-то как-то найти и купить. И поэтому, ну, собственно, и не тянет особенно к шопингу. Вообще, если подвести такую некоторую здесь черту, то вот эти годы, которые я концепции разумного минимализма придерживаюсь, и плюс вот этот опыт из Аргентины, они в целом поменяли мое мнение и мой взгляд на вот сам шопинг-то. То есть, если раньше он для меня мог быть каким-то прикольным процессом, где ты ходишь по магазинам, что-то выбираешь, получаешь от этого удовольствие, да, покупаешь, то сейчас я не могу его так просто воспринимать физически, потому что мне кажется, что это усилие, это целеполагание, это куча действий, часы потраченного времени, стоптанные ноги, ну, короче, это превратилось в какой-то ад. В некотором смысле, конечно, онлайн-шопинг, он закрывает эти сложности, то есть вы от магазина становитесь на расстоянии, да, одного свайпа пальцем, но там, согласитесь, немножко другое ощущение, потому что вы ничего потрогать не можете, какие-то супердорогие покупки, вообще там покупать довольно стрёмно. Но в целом, конечно, да, онлайн-шопинг наши карманы делает гораздо пустее. Вот. В целом же, резюмируя, концепция разумного потребления, она позволяет сделать свою жизнь во многом прям свободнее, очевидно, да, сколько факторов мы перебрали, жить меньше парясь о вещах и больше наслаждаясь занятиями какими-то, например, увлечениями, освобождая место вокруг себя и энергию. И самое, да, главное, экономия денег. Каждый сэкономленный рубль — это свое же время, собственно, сэкономленная своя энергия, не потраченная куда-то там в пустоту, в мусор. Думаю, вы уже прониклись немножко идеями минимализма и разумного потребления. И здесь, если вот осознать прям, что можно не выпендриваться количеством и качеством вещей перед там другими, ну, мы люди социальные животные, да, как бы все равно все это делаем, но вместо этого можно выпендриваться, например, тем, что вы разумнее, осознаннее, потребляете обдуманнее, как бы, и в целом живете более свободную жизнь и более осознанно, то что, собственно, нужно сделать-то, чтобы еще стать на шаг ближе к такому образу жизни, чтобы проникнуться разумным потреблением, и главное, без ущерба для себя, без выхода прям жесткого какого-то из своей зоны комфорта. Тут у меня есть для вас 5 принципов разумного потребления, с которых можно и начать. Первый принцип – убираем лишнее. Если по вещам тут все более-менее понятно, да, избавляемся от тех вещей, которые нам не нужны, меньше покупаем их лишних, освобождаем пространство, все вот это, то тут стоит еще упомянуть такую тему, как информация. Убираем вокруг себя лишнюю информацию. То есть, возможно, стоит отписаться от ненужных групп, особенно прям отписаться от всяких новостных историй, потому что наша голова не резиновая, если туда скидывать все подряд, она не выдержит просто и будет помнить какой-нибудь мусор, который вам не нужен, вместо того, чтобы помнить полезные вещи. В качестве примера тут приведу историю. Вот она у вас на экране, можете нажать паузу, почитать, от пользователя Frog History, который оставил, спасибо ему за это, свою историю в комментарии под роликом про 9 способов, как стать счастливее за 0, 100 или 200 долларов. Если вкратце, человек, осознав ограниченность своих ресурсов в моменте, пошел и дешево, максимально и сердито закрыл свои базовые потребности. Потом еще нашел на халяву развлечения, то есть пошел в библиотеку, взял там книжки и в целом сидел дома и кайфовал. А так-то, по сути, вот это ощущение удовольствия, оно одинаковое, да, что от прочтения какой-нибудь вау-захватывающей книжки, что от покупки вау-захватывающей вещи. Я бы тут хотел сказать, что от похода на Эверест, но там, наверное, еще добавляется какая-то адреналиновая наркомания, зависимость, ну, немножко другие ощущения. В общем, это вопрос философский, как-нибудь в другом видео разберем. Второй принцип – всему свое место. Если у вас бардак, вещи разбросаны непонятно где и непонятно в каком порядке, то сложно, да, согласитесь, поддерживать хоть какую-то осознанность вообще в такой атмосфере. Здесь интересная тема, есть такая техника, называется коробка-отстойник, когда вы заводите коробку, и вот если вы не знаете эту вещь, вам выкинуть вроде бы и жалко, как бы кажется, что вы ей пользуетесь, но и не очень-то уверены, что пользуетесь, вот кидайте в такую коробку, через месяц проверяйте. Все вещи, которыми вы пользуетесь, обратно туда не кладете, а то, что там остается, значит, этим вы не пользуетесь, можно от этого избавляться. Также полезно комбинировать вещи по назначению. Ну, то есть, например, выделять какие-то полочки вот для там, таких вещей или для таких, для инструмента, для техники. Тогда все вещи конкуренты условные друг другу, они будут оказываться рядом, и вам проще понять, что у вас, например, избыток каких-то вещей, и от части из них можно также избавиться. Яркий пример здесь — это все наши шкафы-загашники, коробочки, там, куда скидывается куча всякого хлама, и оно там лежит для там, второго пришествия будет лежать. Или балконы, на которые у нас любят заботливо сваливать все, что вроде как не нужно, но и выкинуть жалко. А тем не менее, балкон можно сделать приятной зоной для отдыха вместо свалки, буквально.
Третий принцип – используйте то, что имеете. Ведь логически зачем нам, условно, покупать 5-ю чашку в дополнение к 4 другим, просто потому что они типа нам надоели. Конечно, проще, наверное, заменить одну чашку на другую. Ну, может даже не проще, но, по крайней мере, это будет эффективнее с точки зрения разумного потребления. Конечно, не все так радикально на самом деле, потому что мы же не роботы, да, и оговорка была уже в самом начале видео о том, что наш это подход разумный к минимализму. То есть, если вы, например, коллекционируете эти чашки и вам просто нравится, в удовольствие получаете кайф от этих чашечек, почему бы их и не собирать хоть 5, хоть 105. От меня тут пара примеров. Первый как раз о том разумной составляющей потребления, как я к этому подхожу. Я рассказывал, что мы отправились в путешествие, и так мы путешествовали, пока в какой-то момент я не вспомнил, что у меня есть страсть к геологии. И оказавшись в каком-то магазине с камешками, меня резко потянуло купить минеральчиков, кристальчиков разных, и в итоге вот этот вот год по планете я с собой таскал коллекцию камней буквально, то есть не самая, наверное, полезная вещь, которую стоит с собой таскать в путешествии, это мешок с камнями. Но справедливости ради, я начинал с маленьких кристалликов и потом перешел вот к уже более крупным образцам. А второй же, собственно, пример, я о нем уже говорил в начале, это то, как я отношусь к фототехнике. Если раньше я в угоду всему и чисто ради качества с собой таскал полнокадровую зеркалку, а она сама по себе весит уже что-то там под килограмм, а то и, кстати, к ней вдобавок и еще другую камеру и кучу объективов, то сейчас, несмотря на то, что вот я постоянно снимаю видео и тоже озадачен как бы его качеством, я нашел компромиссный вариант, то есть камеру, которая меньше, легче, и к ней еще самый простой объектив в линейке этих камер, потому что он пластмассовый, маленький, универсальный, ну как бы немножко пожертвовал качеством, да, но зато это более разумно в моей ситуации. Четвертый принцип – избегайте импульсивных покупок, частично об этом я уже говорил в начале. Здесь смысл в чем? Многие забивают свою тревожность, какие-то негативные эмоции потреблением, то есть компенсируют вот этим маленьким дофаминчиком, когда ты что-то покупаешь, по совету блогеров, еще кого-то. И здесь, как, собственно, я уже и говорил, важно спросить себя, а вот нужно ли оно в момент перед покупкой, зачем нужно, что будет, если куплю, что будет, не куплю. Ну, в общем, вы понимаете. Тут у меня масса прям примеров того, как я сам нарушаю этот принцип, и в том числе, как я скупал все, что я находил, наверное, связанное с рыбалкой, ну, за разумные деньги, там, не сильно дорогого, с Алиэкспресса, заказывал это домой, у меня там скопился целый ворох этих снастей, там, большей частью из которых я так и не попробовал даже половить. Но тоже я прокачиваю этот навык, потихоньку приучаю к себя больше вот к этому разумному потреблению. Много раз я уже останавливался и не покупал какие-то лишние вещи, которые хотел бы. И в целом для себя я именно данный пунктик выбираю точкой роста. И, кстати, да, буду с вами делиться по ходу движухи здесь на канале. Поэтому, кто не подписался, я не виноват, да, пропустите. Давайте вместе становиться более разумными с точки зрения потребления. Ну и в целом, да, напоминаю, если вам нравится видео и вообще нравится эта тема, пальчик вверх. 200 лайков собираем, независимо от того, над какими темами я работаю, бросаю все, пишу для вас новый видос про именно разумное потребление. Да, не забудьте поддержать нас на Бусти, если есть такая возможность. Внизу ссылка, переходите, присоединяйтесь к клубу. Там еще и давайте знакомиться, уже общаться как-то, ну, более лично, более камерно, чем здесь на YouTube. И продолжим, у нас еще впереди пятый принцип. Пятый принцип – качество важнее количества. Да, вместо 5 таких себе не очень качественных футболок гораздо лучше купить одну, но качественную. К сожалению, быстрая мода и вот эта вот смена тенденций, они приучили нас к тому, что нужно постоянно менять гардероб, как-то выкидывать эти вещи. Хотя, если подумать, раньше такого даже близко не было, вещи покупались, в принципе, на более долгий срок. Так что в идеале, в добавление к предыдущему пункту, первому, по-моему, который говорит о том, что покупать нужно желательно только нужное, хорошо бы еще, чтобы это нужное было и качественным. Таким образом, мы за собой оставляем меньше вот этого мусорного следа и в целом не одобряем, как бы не оплачиваем вот это вот поведение производителей, когда они, собственно, производят заведомый мусор. Конечно, разбираясь с точки зрения практики, здесь проще сказать, чем сделать, потому что в последнее время, говоря о качестве, как-то примеров-то хороших и не попадается. Если говорить про вещи, то меня уже бесит на самом деле, как ты идешь, покупаешь какую-нибудь вещь, ну, одежду, я имею в виду, шмотку, и она у тебя живет ровно до первой стирки. После первой стирки можно ее использовать как половую тряпку, потому что она теряет форму, цвет, там, иногда в какой-то странный цвет вообще мутирует. Говоря же о технике, тоже прикол. Идешь, покупаешь вроде дорогую какую-нибудь железяку, приблудину, да, а она там пару лет начинает внезапно почему-то устаревать и тормозить, хотя в ней вроде, ну, в том же телефоне и мощности достаточно, и возникает вот это ощущение, что производители что-то там подхимичивают, и искусственное устаревание, оно поганит тебе, собственно, вещь, которая должна бы еще служить дослужить. А тем не менее, есть у меня один яркий пример, есть у меня трекинговый комплект от одной российской фирмы, производителя, который я купил еще аж в 2012 году, больше 10 лет, я его хвост и гриву использовал, и работая промышленным альпинистом, то есть там прям вися на веревках и во всяких адовых условиях, и ходил в них в походы, в всякие приключения, и она, конечно, немножко потеряла свою форму, но свою функцию до сих пор выполняет, как бы носить это можно и приятно до сих пор.
Да, стоила она довольно дорого, и сейчас как бы подобные вещи стоят дорого, но если попытаться хотя бы представить, что я ее бы заменял какими-то другими дешевыми вещами, то, во-первых, они бы мне эффекта того не дали, который дает этот костюм, и, скорее всего, я бы на них потратил больше денег-то, учитывая, сколько я их за 10 лет бы поменял. Разумеется, это не все принципы, которые здесь можно было бы разобрать, и я думаю, что в будущем мы еще разберем обязательно другие. Если же у вас есть свои или есть мнения интересные относительно данных принципов или опыт того, как вы это использовали, пожалуйста, пишите в комменты. Всех мне очень интересно читать, каждому отвечаю, и самые прикольные комментарии, они под ситуацией обязательно попадут в будущее видео. Собственно, вы здесь и есть клуб «Денег достаточно», так что давайте вместе движуху наводить, суету в клубе и развивать все эти идеи, потому что моя здесь задача простая, я вам просто накидываю пищу, а вы давайте накидывайте свои за, против и ваши очень важные, интересные мнения. Ну и давайте подводить итоги. Концепция минимализма и разумного потребления меня прям поглотила полностью. Я очень рад, что в нее погружаюсь и как-то через себя пропускаю, все это изучаю. Теперь еще и рад вам здесь на YouTube это рассказывать. Возможно, кого-то из вас тоже оно понравится, зацепит и дальше по цепочке будет передаваться. Весь этот ролик, по сути, рекомендация такая практическая довольно, которой, если начать следовать, то довольно быстро можно избавить свою жизнь от каких-то мусорных лишних вещей и, соответственно, обрести чуть больше свободы, а возможно и счастья. И да, повторюсь тут, начать-то с чего можно? А можно начать с того, что провести ревизию всего вокруг вас. Это могут быть и вещи, и информационные ресурсы, источники, и занятия какие-то, и даже люди. И спросить себя, а нужно оно вам или не нужно, может можно это выкинуть. Что, собственно, можно выкинуть без сожаления, очистить. А может быть даже люди есть вокруг вас такие, которые вроде бы сосут только энергию и жизнь вашу делают только хуже, да, как бы может стоит и от них тоже избавиться. Вообще говоря, выбор — это всегда самая сложная проблема в жизни каждого человека. И чем меньше нам нужно этих выборов делать, тем более полная, менее тревожная наша жизнь становится. Этот выбор имею в виду и в том числе, когда вы выбираете, что купить вам или что не купить. Ну и, к сожалению, что выбрасывать — это тоже выбор. Так что применение принципов минимализма и разумного потребления сокращают вашу необходимость в выборе, и уже одним этим фактом делает вашу жизнь гораздо легче. Если хотите продолжать марафон, а выбирать вам не очень хочется, то вот прям буквально 2 видео, выбирайте любое. С вами был Артем Галухин, клуб «Денег достаточно». На сегодня у меня все. Пока-пока.